Оккупанты в шаге от нового наступления, а Харьков – одна из главных целей. Лавров стал первым, кто раскрыл тайны Путина. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина создала новые линии обороны, которые могут сорвать планы летнего наступления оккупантов. Помощь из США тоже проблема для Кремля. Оскільки з її появою вже можна планувати загальновійськові операції українцям, нам вже можна планувати на конкретно взятих напрямках і контрнаступальні дії. Киев сталкивается с дефицитом ПВО на Донбассе, а Россия при этом теряет самолеты и корабли. Поэтому, в принципе, это удар, как говорится, по имиджу России. Z-пропагандисты заявляют, что в плен оккупантов попал глава украинской разведки Буданов. Фейк, правда или голограмма? Детали уже известны. Доброе утро, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Горячей фазой российского наступления может стать начало лета. Оккупанты могут нанести большое количество ракетно-дроновых ударов по Украине, акцентируя свое внимание на энергетическую систему страны. Одной из целей россиян станет подрыв морального духа украинцев, а второй – атака оборонно-промышленного комплекса Украины, который сейчас активно развивается. Без электричества, пишут аналитики Forbes, украинская оборонка не сможет развернуть производство на полную мощь. Тем временем в ВСУ говорят, что планы россиян не такие уж и радужные, особенно учитывая прогресс с выделением военной помощи Украине Соединенными Штатами. Напомню, что уже на этой неделе Сенат США должен рассмотреть законопроект. Оскільки з її появою вже можна планувати загальновійськові операції українцям, нам вже можна планувати на конкретно взятих напрямках і контрнаступальні дії. Це в будь-якому випадку дуже сильно мотивує військо і дуже демотивує російське військо. Дуже важливо, що нарешті погодили на освоєння коштів ті, які давно вже закладалися в американському бюджеті. Це з позитиву. А напевно також дуже варто додати до цього, що не тільки сума в 60 мільярдів допомоги, а і важливо, що все-таки виділяє частина російських коштів, яка була конфіскована, російських активів, іде теж на підтримку Украины. Опять же, Forbes пишет, что сейчас Кремль может похвастаться количеством своих оккупантов, в то время как Украина имеет успех в создании линии обороны, которая станет камнем преткновения для тех самых оккупантов. Украинские военные создали мощную линию обороны, которая создаст проблемы для наступающих российских войск. Однако из-за нехватки артиллерийских снарядов Украине придется изменить свою стратегию, одновременно сохраняя оборонительную позицию и контратакуя, чтобы прорвать российские позиции. Обе армии будут продолжать совершенствовать свои стратегии. В Харьков уже в ближайшее время привезут газотурбинные электростанции, которые помогут справиться с дефицитом электроэнергии. Спецоборудование ранее закупила Украина, говорит вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков. Напомню, что Россия целенаправленно бьет по энергосистеме Харьковской области. Ранее пропагандисты на федеральных каналах заявляли о том, что армии Кремля стоит превратить этот мегаполис в город, непригодный для жизни. Немецкий Бильд пишет, что российские силы могут попытаться взять Харьков в ближайшие несколько месяцев, так как путинский министр раскрыл план наступления. На каком-то этапе, и Путин об этом очень четко сказал, отвечая на вопрос, вот как сделать так, чтобы обезопасить наши земли. Он сказал, надо отодвигать ту линию, с которой они могут по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль. У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца. Это действительно так. Но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам. Американский институт изучения войны пишет, что Лавров стал первым из российских чиновников, кто обозначил Харьков как цель Москвы.
Аналитики называют эти планы чрезвычайно амбициозной мерой, которая бы создала значительные проблемы именно для россиян. У Украины, очевидно, не осталось средств ПВО в районе города Часов-Яр. Этот населенный пункт сейчас одна из приоритетных целей россиян. Главнокомандующий ВСУ Сырский совсем недавно, я напомню, говорил, что оккупанты хотят захватить город до 9 мая. В украинском генштабе заявляют, что оккупантов в самом городе нет, но сейчас они активно обстреливают Часов-Яр с помощью авиации. О том, как россияне чувствуют себя в небе над Донбассом, пишет и военный аналитик Бильд Юлиан Рёбке. Он обращает внимание на видео, которое публикуют в сети россияне. Те, в частности, демонстрируют работу истребителей на восточной линии фронта. Несколько месяцев назад нельзя было представить, что над городом, который контролирует ВСУ, летал бы российский штурмовик. Совершал свои маневры и стрелял, а его не сбивали. Не забывайте, Украина получала 1000 американских ПЗРК «Стингер», другие аналоги, но кажется, они закончились. Кажется, что нет возможности дать больше, чтобы это оружие было ближе к линии фронта. Очень тревожно, что у Украины, очевидно, не осталось зенитных ракет, чтобы обороняться. В то же время Рёбке считают, что дальний стратегический бомбардировщик оккупантов Ту-22М3 Украине удалось сбить благодаря системе «Патриот». Он опровергает заявление российского Минубийства, где назвали причиной падения техническую неисправность. И говорит, что после украинской атаки российские летчики пытались спасти самолет. Однако пролетели только 170 километров с подбитым двигателем. После произошло падение. В то же время я напомню, что в украинской разведке не стали раскрывать детали этого удара, но сказали, что ждали целую неделю, пока самолет выйдет на нужный рубеж. А для уничтожения использовались те же приемы и средства, которые использовались, когда сбили в воздухе самолет А-50. Данному типу самолетов сейчас будет сложнее подходить к границам территории Украины, потому что они будут понимать, что они попадают в зону действия противовоздушной обороны. То есть задачи, которые перед ними стоят, это запуск ракет Х-22 или Х-32, становятся болезненными, потому что экипаж понимает, что он может быть уничтожен. Ну и это приведет, соответственно, к уменьшению возможности эксплуатации данного типа. Хотя, в принципе, мы видим уже, что Россия пытается минимизировать использование стратегической авиации, поскольку переходит уже больше на тактическую авиацию за счет того, что они получили возможность использовать ракеты Х-69, которые являются большей дальности, чем были ранее. Ну и снова-таки давайте вернемся к тому, что самолет ядерной триады – это славноизвестная российская, советская ядерная триада, которая пугала весь мир тем, что они могут носить ядерные ракеты. Поэтому, в принципе, это удар, как говорится, по имиджу России. И еще об одной потере россиян. Уже официально известно, что в воскресенье в результате атаки украинской армии прилет пришелся по бухте Севастополя, а конкретнее по судну «Коммуна». Информацию подтвердили в военно-морских силах. Это раритетный корабль, который построили еще в 1913 году. Он предназначался для подъема затонувших подлодок. Судно «Коммуна» считалось старейшим в мире среди тех, которые еще выполняют боевые задачи, пишут украинские СМИ. Глава украинской разведки Кирилл Буданов попал в российский плен. К тому же второй раз за год. Такие фейковые сообщения вновь распространяют Z-пропагандисты. В очередной раз они используют подделанные фото, на которых якобы изображен расстроенный Буданов. Еще и историю придумали, что взяли украинского разведчика в плен после масштабного ракетного удара по позициям ВСУ. В Украинском центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли эти наспех сделанные фейки. Там напомнили, что пропагандисты уже неоднократно в своих мечтах брали в плен Буданова и даже его уничтожали. Кстати, в одном из недавних интервью Буданов рассказал, какой фейк его повеселил больше всего. Давайте вспомним. Минулого року в черговий раз вони сказали, що мене вбили. Я з'явився і з'явилося фото, де я разом з послом Японії. І вони його, значить, розібрали і в мережі поширили це фото і з такими приписками, значить, тут у нього такий нахил, тут нема тіні, що це в нього, значить, там дві версії було. Перше, він ледве живий, у нього корсет стоїть, його просто як
мумію тримають, тому і посол там підтримує, щоб не впав. А другий був варіант, що це взагалі голограма. Ну, це от, в принципі, вже серйозно так. Съезд так называемых оппозиционеров из Молдовы состоялся не в Молдове, а в Москве. Развлекать главу гагаузской автономии Евгению Гуцул, которая недавно прижималась к путинской руке, пригнали Баскова и Киркорова. Но и эти персонажи не просто так вошли в эту дверь. Дело в том, что Киркоров, Басков и Стас Михайлов год назад, очевидно, за хороший гонорар и просьбу пророссийского олигарха Илона Шора исполняли гимн гагаузской автономии. На этот раз, в частности, Басков намекнул, что не против, если Гагаузия захочет самоопределиться или же отделиться. Напомню, что аналитики Американского института изучения войны еще несколько месяцев назад предупреждали, что Кремль использует Гагаузию для дестабилизации Молдовы по украинскому сценарию. Кстати, одиозная Гуцул заявила, что в Москве так называемая оппозиция Молдовы создает независимый блок «Победа», чтобы защитить независимость Молдовы и восстановить дружбу с Россией. Правда, кто посягает на независимость Молдовы, кроме Москвы, неясно. Пугала Гуцул людей и гей-парами. Текст встречи, очевидно, заранее позаимствовала у Путина. Централизованная Европа ведет борьбу против половых различий. В подавляющем количестве стран ЕС легализованы гей-браки. Тем странам, где гей-браки не признаны официально, европейские власти выкручивают руки через суды, обязуя их обеспечить возможность свободного проживания гей-пар и чей брак зарегистрирован в другой стране. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.